Как убрать страхи? Есть замечательный вопрос от операционного директора Фейсбука. Он звучит так. Что бы вы сделали, если бы не боялись? Вот супер вопрос. Предлагаю вам себе его взять как инструмент для ежедневных каких-то, для ежедневного применения. Когда вы делаете какой-то выбор, ищете решение, думаете, как поступить, задавайте себе вопрос. А что, если бы я не боялась или не боялся? Что бы я сделала? И вы увидите, как много открытых дверей и дорог вам закрывает ваш страх. И действительно, очень много запросов к психологу именно об этом, как убрать страх. Потому что люди осознают, ну не будь вот этого излишнего страха, пожалуйста, есть столько вариантов, столько возможностей. Я этим не пользуюсь просто потому, что мне страшно. Но когда мы ставим так запрос, как убрать страх, мы делаем себе медвежью услугу. Потому что, когда вы убираете страх, вы вместе с этим убираете свою силу. Потому что страх – это та сила, ваша энергия, которую вы не принимаете и помещаете в других, проецируете. Например, вы боитесь публичных выступлений. За этим стоит какая-то картинка. Вот вы выходите на сцену, и все в зале начинают бросать вас гнилыми помидорами, кричать, что это все фигня, вода, и уходить из зала. Да? Вот примерно. Что вы делаете психически в этот момент? Это же ваша картинка, ваше кино, ваш сон. И вот эти персонажи в зале – это части вашей психики. И вы в эти части, да, помещаете возможность унижать, оскорблять, критиковать, нападать, то есть силу. Да, со знаком минус, но это сильная позиция. Да? То есть это позиция сверху. Точно так же, например, вы боитесь плавать. Это какая картинка? Что вот идет волна, поглощает вас, и море или там что-то вас утаскивает на самое дно, поглощает. Опять же, где ваша сила? В образе моря, в образе воды, которая раз и может вас поглотить и с концами. Да, то есть вот туда вы вкладываете свою силу, свою энергию, свою агрессию. Агрессия – это сила. И когда мы говорим про работу со страхом, это такая алхимия, когда вы себе возвращаете эту силу. Как это делать на практике? Есть один очень классный такой способ, это подумать о том, чего боитесь вы, и начать это делать с другими. Я сейчас объясню. Например, вы боитесь тех же публичных выступлений. Какие есть ожидания? Есть ожидания, что другие скажут, а это вообще не интересно, это фигня, ухожу я из зала, да? Например. И вот вам важно в жизни посмотреть, где вы сидите, там, где вам не интересно, чтобы не обидеть кого-то, и уходить, и напрямую говорить, что вам это не интересно. Скорее всего, вы сейчас слушаете и можете подумать, ну как же это, обижать других людей, напрямую говорить, ну как-то вот зачем им это говорить и так далее. То есть у вас такой перевертыш внутри происходит, и вы уже ощущаете их жертвами, а себя агрессором. То есть да, вы варитесь вот в этой парадигме жертвы-агрессора. То вы на сцене жертва, а не агрессоры, а вот сейчас раз, и вы по-другому думаете. Вам важно вообще оттуда выйти. А что если ваше мнение, оно вообще не разрушает других людей? Если вам что-то неинтересно, это другой человек вообще переживет. Вот этот опыт, он даст вам очень хорошее исцеление внутри. Я про себя расскажу. Вот мы сейчас снимаем в компании реалити-шоу, как психологи работают в бизнесе, да, про миллиарды, наверное, вы слышали. И да, это глубинная такая профессиональная работа, но при этом наша задача сделать из этого реалити, сделать из этого интересное шоу. И у нас в команде работают режиссеры, и вот режиссер предложила, что давайте вот каждого психоаналитика, кто работает внутри, мы чуть подсветим образ, сделаем более яркой. Лично, то есть как подсветим особенности, да, как раскроем как персонажа. И она предложила взять за основу фильм «Дьявол носит Прада». И мне досталась роль, конечно же, вот этой Мэрил Стрип, да, которая героиня. Вы знаете, она там стерва такая, всех критикует, обесценивает и так далее. Я накануне нашей встречи еще просмотрела этот фильм, чтобы как-то вжиться в образ. И вроде, интересный образ, все понятно, что это такая игра. Но когда началась встреча с командой, и мне надо было так себя проявлять, я реально почувствовала страх. Как же, вот
я вместо поддержки там буду критиковать, вместо похвалы буду говорить, вот недостаточно, еще давайте мне, да, то есть вот я тоже соприкоснулась со своим резервом, куда мне расти, да, где моя непринятая сила еще. Вот. И это очень важный момент, потому что он расширяет, если вы хотите новые результаты в жизни, вам важно вот в эту сторону расширяться, да, и вы увидите, насколько меньше у вас будет страха, когда вы сможете проявить себя так, как вы боитесь, что проявят себя другие по отношению к вам. Второй момент по работе со страхом – это сильная картинка будущего. Она должна перевешивать ваш страх. Я помню, когда-то была участником одного из тренингов, где по бизнесу, и там были задачи быстрого такого создания, много всего нужно было делать и так далее. Один из участников сказал, вот я все это время работал, у меня даже не было времени там подумать, побояться где-то, посомневаться, просто надо было делать, делать, делать. И вот когда вы помещаете себя такое состояние, да, вот некий такой кураж включается, все, вы в процессе. Когда вы на берегу сидите, боже, и то страшно, и то страшно, и то страшно. А так вы уже пошли, вы в процессе, и вы это делаете, потом останавливаетесь думать, как я это сделал, да? Потому что вот тут важно, чтобы у вас было сообщество, группа, поддержка, и тогда и какая-то очень важная для вас картинка, которая вас ведет, что вы хотите, куда вы идете, зачем вам это, да, некий смысл. Это тоже помогает, знаете, двигаться по такому принципу «собаки лают, караван идет». Потому что невозможно избавиться от страха, сидя на берегу. Страх трансформируется только в процессе действия.